Приветствую вас на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь, если вы здесь впервые. На канале очень много полезного и интересного. Сегодня расскажу вам, как соединить крючком два бабушкиных квадрата, так чтобы шов получился плоский и красивый. Для того, чтобы было видно хорошо, я возьму нитку контрастного цвета, буду соединять белой нитью. Начинаем соединение квадратов с угла. При бабушкином квадрате у меня в каждом углу по 3 воздушных петли. Значит, одна петля будет относиться у нас к этому краю, одна петля к этому краю и одна петля в центр. То есть та петля, которая в середине, с нее и будем начинать. Давайте у нас будет правый и левый квадрат. Сначала я возьму правый квадрат. Подхватывать всегда я буду только одну полупетлю из цепочки. По краю у нас цепочка. В правом квадрате я буду подхватывать всегда левую полупетлю, которая к краю ближе. Соответственно, в левом квадрате я всегда буду подхватывать правую полупетлю, которая ближе к краю. Начнем с края. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. Вот эта серединка, у нее подхватываем левую полупетлю. Оставляем на крючке, идем к нашему левому квадрату, второму. Точно так же. 1, 2, 3. У второй петли подхватываем правую полупетлю. Вот так у нас на крючке. Сейчас беру нитку, оставляю хвостик, который потом заправите. Подхватила нить, протянула сквозь одну и протянула сквозь вторую петлю на крючке. Рабочая нить у нас, получается, будет снизу. Первая петля готова. Теперь идем к следующей. Подхватили одну часть. Подхватили вторую, захватили рабочую нить и протягиваем через одну, через вторую и через ту, что была на крючке. Стараемся вытягивать петли все одного размера, чтобы было красиво. Сквозь одну, сквозь вторую. Вытягиваем рабочую нить. Когда подходим к краю, у нас последнее соединение, где были столбики. И получается, нам нужно соединить первую воздушную петлю точно так же. И вторую. Если у вас на этом крае изделия заканчивается, то вторая петля в середине, которая была, она остается крайней. Дальше уже соединения вы не делаете. Вот таким образом выглядит шов. Если у вас дальше идет следующий квадрат, то вы, соответственно, начнете точно так же с серединки. Причем можно начать, подхватывая одновременно 4 петли. Одну петлю этого квадрата посередине, одну петлю другого квадрата посередине, петлю этого и петлю другого. И все это вместе соединить. Вот такое получилось соединение квадратов. Соответственно, как мы начали с средней петли из воздушных соединений и закончили тоже средней петлей из воздушных. Если нужно отдельное видео, как соединить 4 квадрата и сделать пересечение подобным швом, то, пожалуйста, напишите, я сниму еще дополнительный ролик. На изнанке он тоже выглядит просто замечательно. Соответственно, если у вас нитка будет однотонная, то место соединения вообще не будет видно, как будто просто так и задумывалась, так и связано. Особенно хорошо то, что мы соединяем по лицевой стороне, и у нас все это остается красиво. Не скажешь, что шов. Я считаю, что это отличный способ для соединения бабушкиных квадратов, да и не только бабушкиных квадратов.
На этом все. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео со своими вяжущими друзьями. Это очень поможет в продвижении канала. Также заглядывайте в описание под видео, там будут какие-то интересные ссылки на другие мастер-классы. Мы увидимся с вами в новых уроках. Всем пока!